предыдущем выпуске мы уже говорили о феномене юных вундеркиндов-пианистов, которые поражают не только техникой, но и взрослым уровнем осмысления музыки. О тех, кто собирает миллионы просмотров на YouTube и TikTok и при этом выступает на сценах Лондона, Парижа, Токио и Нью-Йорка. Мир детской фортепианной виртуозности не стоит на месте. Появляются новые имена, юные артисты, чья игра заставляет задуматься. И, возможно, мы наблюдаем рождение нового поколения великих музыкантов. Во второй части я продолжу рассказывать о тех, кто сегодня определяет будущее фортепианной культуры, юных пианистах, которые уже играют с оркестрами, побеждают на конкурсах, имеют сотни тысяч подписчиков в социальных сетях и вдохновляют тысячи начинающих учеников по всему миру. Но начать хочу с ответа на вопросы, почему в этих видео нет детей-пианистов из России, которые, как обычно, в максимально токсичной быдло-форме оставляют те, кто хочет их здесь видеть. Так вот, спасибо за комментарии, они помогают в развитии канала, как и любая ваша реакция. Я ценю, что вы так внимательно смотрите. А далее, как вступление, небольшой, но важный разбор причин, почему в прошлом и в этом выпусках я не включала российских молодых пианистов. Видео посвящено юным музыкантам, о которых сегодня говорят в мировом музыкальном сообществе, участниках международных конкурсов, фестивалей и проектов. Сейчас подавляющее большинство российских исполнителей в силу политической и культурной изоляции просто не фигурируют в этом международном поле, а работают внутри локальных платформ вроде ВКонтакте или Одноклассников. Я же формирую подборку с акцентом на артистов, чья деятельность документирована на международных платформах: YouTube, международные фестивали, западные медиаресурсы. Материалы российских исполнителей либо недоступны, либо мало цитируются международными источниками. Это объективно усложняет равный показ в глобальном выпуске. После 2022 года наблюдается фрагментация медиапространства. Разные страны и аудитории используют разные платформы и каналы распространения. Это означает, что многие значимые российские кейсы просто не попадают в международную англоязычную медиапанораму, на которую я и ориентируюсь. По этой же причине некоторым артистам сложнее получить международный охват. Не из-за некачественности, а из-за инфраструктуры распространения. Без VPN YouTube в России фактически недоступен, поэтому включать артистов, чья аудитория не может смотреть этот контент, не имеет смысла. После 2022 года культурные границы стали частью политических. Мир отгородился от российской пропаганды, а вместе с ней от значительной части российского медиаполя. Это данность, а не только антипатия. Политические и санкционные ограничения, изменения в партнерских сетях, а также различия в международной культурной кооперации действительно влияют на то, каких музыкантов и где видят за рубежом. Это не оценка художественных достоинств, это просто реальность, в которой формируются международные анонсы и приглашения на фестивали. Локальные российские медиа и блогеры действительно активнее освещают своих артистов, чем я, и у них есть аудитория и резонанс на этих площадках. Я не препятствую их работе, так как даже не вижу их. Они все в Макс, Одноклассниках, Мой мир, наверное, я не знаю. В будущем я буду и сознательно избегать включать российских исполнителей, если они будут все-таки попадаться, потому что подобные темы немедленно притягивают в комментарии агрессивных пользователей, которые перелезают сюда через забор с помощью запрещенных для них средств обхода блокировок, с имперской риторикой, Z-символикой и шовинистическими лозунгами. В итоге под видео начинается не обсуждение искусства, а всплеск политической агрессии от любителей мира войны. Многие россияне сами публично говорили: хотим назад в СССР. Ну вот, пожалуйста, закрытые границы, посадки за песни, изоляция, своя культурная автономия. Это именно тот сценарий, который был выбран, и теперь удивляться мировой отстраненности, мягко говоря, странно. Если хотели назад, и более 20 лет кричали об этом на каждом углу, вот и он, полный набор последствий.
Этот канал международный, здесь говорят о музыке, таланте, свободе творчества. Я рассказываю о тех, кто живет и творит в открытом мире, где искусство не служит пропаганде и государству. Также, как вы знаете, я это осуждаю. Итак, далее 8 детей пианистов, о которых не рассказывала в прошлом выпуске. Воспринимайте это видео как вторую часть. Александр Джоу. Один из самых ярких молодых пианистов Соединенных Штатов, обладатель десятков международных наград. Александр выступает в знаменитом Карнеги-Холл, играет с оркестрами, участвует в фестивалях современного фортепианного искусства. Его исполнение отличает не только блестящая техника, а удивительная зрелость интерпретации. Редкое качество для ребенка. Он учится в Kaufman Music Center в Нью-Йорке и совмещает классическое образование с активной концертной деятельностью. В его репертуаре Бах, Бетховен, Равель, Прокофьев, а также современные американские композиторы. Он пример того, как ранняя дисциплина, интеллектуальная подготовка и любовь к музыке дают устойчивый результат. Не мимолетную интернет-славу, а настоящий профессиональный рост. Алик Ван Хачатурян, пианист-вундеркинд из Лос-Анджелеса. В 4 года Алик начал брать первые уроки. В марте 2025 он занял первое место на международном музыкальном конкурсе в Чарльстоне, а в апреле победил на престижном New York Classical Debut Awards. В июне этого же года он вновь оказался на вершине, став лауреатом Los Angeles Golden Classical Music Awards и позже выступив в концертном зале Уолта Диснея. Также совсем недавно он выступал на сцене нью-йоркского Карнеги-Холл, будучи самым юным пианистом за всю историю зала. В целом Алик является обычным задорным ребенком, однако родители не могут его оторвать от инструмента. Когда он только начал ходить, Алик подходил к пианино, брал несколько нот, и на его лице можно было увидеть улыбку. Он сразу же проявил большие способности, и теперь они развиваются очень стремительно. Пока Алик счастлив и ему нравится игра на пианино, мы позволим ему продолжать занятия. Поделился отец ребенка Джо Хачатурян. Джона Хо. Мальчик, который начал играть в возрасте 3 лет и быстро получил известность в онлайн-сообществе пианистов. Его таланты намного превышают нормальный уровень для его возраста. Райан Вонг, канадский пианист китайского происхождения. В 5 лет уже выступил в Карнеги-Холл, а к 10 годам уже играл с симфоническим оркестром Ванкувера. Его репертуар от Моцарта до Рахманинова. Сейчас он подросток, продолжает выступать и участвовать в крупных конкурсах. Бэрон Чен, пианист из Гонконга.
Начал заниматься фортепиано примерно в 2 года и уже в 3 выступил с оркестром на сцене гонконгского Сити-Холл, что само по себе крупное достижение для его возраста. Помимо музыки он увлекается плаванием, катанием на коньках и чтением. При этом родители и педагог подчеркивают важность баланса между детством и музыкальным развитием. Джуд Кофи также известен под сценическим именем Джуд Кейз, юный пианист-вундеркинд из США, штат Колорадо. Один из самых эмоционально вовлекающих эпизодов его истории – это когда настройщик пианино подарил Джуду рояль стоимостью около $15 000 в знак признания его таланта. Джуда уже звали участвовать в различных телевизионных передачах, что, безусловно, добавляет медийный компонент к его истории. Это не просто виртуозный ребенок, а пример. Талант плюс особенность. У мальчика аутизм. Плюс помощь среды. Все это сочетание, которое резонирует с широкой аудиторией, привлекает к нему внимание. У Джуда пока нет традиционной академической школы, но есть огромный интерес, стремление и мощный эмоциональный отклик зрителей. Без подаренного рояля, без среды, возможно, история была бы другой. И хочу подчеркнуть тот факт, что талант не все. Важно, как он поддерживается. Ваш комментарий может открыть новую тему для будущего видео. Еще 2 действительно феноменальных юных музыканта, стоящих на грани между джазом, фьюжном и академическим исполнительством. Именно то, что лично я люблю, что мне лично ближе. Ведь высшее образование я получала именно в этой родной мне среде. Эти мальчики не столько композиторы в классическом смысле, сколько мультиинструменталисты-аранжировщики и авторы собственного материала, то есть современные авторы-исполнители нового типа. Йохан Ким сыграл первый концерт в 10 лет. Уже к 15 стал известен на YouTube своими аранжировками мировых хитов в стиле фьюжн, фанк, госпел, джаз-поп, а также интерпретации Стиви Уандера, Чик Кореа, Джейкоб Коллиера и Херби Хэнкока. Несмотря на то, что он старше большинства детей-вундеркиндов, его карьера началась не в столь юном возрасте, тем не менее он считается одним из самых известных молодых джазовых пианистов Азии. Он не просто исполняет каверы, а выстраивает новые гармонические структуры и полиритмические слои. Все с энергией и продуманной драматургией. Уже на рекламных контрактах регулярно сотрудничает с Korg, Casio и Roland, именно как бренд-артист. Выступал на Java Jazz Festival в Индонезии, Seoul Jazz Festival, Montreal Jazz Talent Awards, участвовал в джемах с Джейкоб Коллиером, Хори Кенри, Dirty Loops. Вот где наше будущее, уважаемые пианисты, так что не застреваем. Его YouTube-канал стал одним из крупнейших джазовых платформ Азии, где он выкладывает собственные композиции, лайв-сеты и импровизации. Он представитель новой волны цифровых джазовых композиторов, которые создают оригинальную музыку в формате, доступном онлайн-поколению.
Он пример того, как классическая пианистическая школа, а у него сильная техническая база, хочу заметить, трансформируется в авторскую цифровую импровизационную культуру. Йохан – это живое доказательство, что 21 век подарил миру новую форму композитора, не кабинетного или во фраке, а сетевого, работающего в реальном времени. Джастин Ли Шульц родился в 2007 году в Йоханнесбурге, Южная Африка. В раннем возрасте переехал с семьей в США. Его отец – профессиональный бас-гитарист, что помогло ему погрузиться в джазовую среду с детства. Сейчас он уже подросток и уже признан одним из самых перспективных фьюжн-пианистов и мультиинструменталистов своего поколения. Сочиняет собственные треки в жанрах смув-джаз, фьюжн, R&B, активно работает с гармонией и ритмом. В 2021 году выпустил дебютный альбом Groove Kid, где представил оригинальные композиции и совместные записи с мэтрами джаза. Выступал на различных джазовых фестивалях, играл с Маркус Миллером, Снерки Паппи, Херби Хэнкоком, Дэйв Вейклом, совместные студийные и концертные проекты. Он является бренд-амбассадором Yamaha Music и Nord Keyboards. Часто играет вместе с сестрой-барабанщицей и отцом, образуя семейное джаз-трио. Его музыка объединяет гармоническую глубину американского джаза и африканский ритмический корень. Нечто, что и делает его уникальным. Он не просто вундеркинд, он уже сложившийся автор с фирменным стильным саундом. Неудивительно, что он вызвал восхищение таких легенд, как Квинси Джонс, который сказал: «Этот парень что-то особенное». А Роберт Гласпер добавил: «Джастин – это взрослый мужчина в теле мальчика. Потрясающе видеть, как кто-то в таком возрасте обладает столь всеобъемлющей любовью ко всем видам музыки. Он звучит невероятно». Когда мы видим ребенка-вундеркинда за роялем, кажется, будто он просто родился с этим, что природа наградила его чем-то особенным. Но в книге «Гении и аутсайдеры» автор говорит: это миф.
Гений – это не только врожденный дар, а результат совпадения множества факторов – семьи, времени, культуры, обстоятельств. И успех не случайен, он закономерен. В среднем же путь к мастерству требует около 10 тысяч часов практики. Это не волшебное число, а метафора упорства, среды и возможности заниматься. Моцарт, которого часто называют гением с рождения, начал писать по-настоящему зрелую музыку не в 5 лет, а спустя 1000 часов бесконечных упражнений под руководством отца. Поэтому, когда мы смотрим на сегодняшних юных пианистов Гийома Бен-Алиэля, Джуда Кофи, Александра Джоуи, важно понимать, мы видим результат 1000 часов, проведенных за инструментом, и той экосистемы, в которой они растут. Также важна достойная творческая цель, творческий режим и план достижений этой творческой цели, с критериями которой ты настолько согласен, что цель твоей жизни – применить их на себе. Тут мы уже поворачиваем в сторону Альтшулера, и я уже как-то рассказывала обо всем об этом под Новый год. Кстати, 2022, что тоже символично, не зная, что у миллионов людей будет крах всего. Гении не рождаются в вакууме, они вырастают из возможностей, умноженных на труд. Поэтому вопрос не только в том, насколько ребенок талантлив, а в том, в какой момент и в каких условиях этот талант встречает шанс развиться. И именно эта встреча – момент, когда одаренность превращается в судьбу. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!